Буквально несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил печальные новости о известном пародисте Максиме Галкине. Сегодня была поставлена жирная точка в скандальном деле о гибели известного израильского бизнесмена, врача топ-модели Арака Майяма. Однако окончание уголовного дела не принесло Галкину ничего хорошего, ведь вслед за ним на российского пародиста посыпались новые неприятности. Вчера в Российской Федерации на Максима было заведено уголовное дело за распространение фейковой информации, которая касается спецоперации. По версии российских экспертов шоу-бизнеса, Галкин никогда больше не вернется в Россию. Более того, если Галкин не прекратит свои провокационные высказывания в социальных сетях, на пародиста может быть объявлен международный розыск. Но, видимо, российские журналисты захотели окончательно добить Максима Галкина и разместили сегодня шокирующую информацию о его отношениях с Аллой Пугачевой. Сегодня известный российский журналист обнародовал документы, по которым значится, что брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина – это всего лишь контракт, заключенный до 2026 года. Максим Галкин, как человек оригинальной ориентации, использовал брак с Аллой Пугачевой для личного обогащения и роста музыкальной карьеры, цитируем мы журналиста. Однако Алла Борисовна не захотела ждать окончания контракта и в связи с последними событиями собирается подавать документы на развод. Инфантилизм Максима меня доконал. Я разочарована в нем не только как в человеке, но и как в муже, говорит Алла Пугачева. Однако здесь российская певица лукавит. Стало известно, что Пугачева просто боится за свою безопасность, а скандальный Галкин сильно испортил репутацию семьи. К тому же, как говорят коллеги певицы, через энное количество лет Алла Пугачева все-таки планирует вернуться в Россию, однако вместе с Максимом сделать это будет невозможно. На протяжении почти целого месяца миллионы людей волновал один и тот же вопрос: как все-таки погиб Арак Майям? И есть ли вина Максима Галкина в его смерти? Израильской полиции не удалось доказать прямую вину российского пародиста, и Максим был выпущен на свободу. Однако совсем без наказания Галкин все-таки не остался. Российскому пародисту придется заплатить крупный штраф в размере $500 тысяч семье погибшего израильского бизнесмена. Также российский миллиардер Михаил Прохоров вложит $1,5 миллиона в развитие израильского шоу-бизнеса. Но и последнее, самое тяжелое наказание для пародиста – это совесть, ведь только Максим Галкин в действительности знает, как погиб Арак Майям. К сожалению, волны Средиземного моря никогда не выдадут тайну о гибели израильского бизнесмена.